Каждый день в 9 часов вечера у меня звенит будильник, и я выпиваю антиретровирусную терапию от ВИЧ, которая, в принципе, делает мою жизнь безопасной и, в принципе, равноценно здоровому человеку. Первый раз наркотики я, наверное, попробовал, когда мне было лет 10-11. Я уже стал как-то анализировать свою жизнь, уже будучи во взрослом возрасте. Я вспомнил такой момент, что когда мне было лет 10-11, моя бабушка от диареи, это в 80-х годах, конец 80-го, лечила меня маком. Вот, и заваривала маковые макушки и как бы лечила. Вот, и я помню, что у меня какое-то состояние было непонятное. Ну, а потом уже лет в 12, наверное, я уже попробовал там легкие наркотики, да. Ну, и уже в 14 лет в мою жизнь пришли тяжелые наркотики, да, впоследствии, которые, ну, серьезно повлияли, как бы, да, на мою жизнь. Ну и все эти годы, да, вот, ну, начиная там с 14 лет и даже, наверное, раньше, вот, ну, особенно остро это чувствовалось уже вот, ну, когда я начал уже тяжелые наркотики употреблять инъекционно, да, я очень чувствовал, да, вот эту шлейф вот этой стигмы, да, вот этой дискриминации, непринятия общества, да. Ну, я боялся, как бы, что меня, как бы, узнают об этом, что меня там поставят на наркоучет, что меня будут сажать, меня будут осуждать, как бы, да, ну, как бы преследовать. Причем даже осуждать те, с кем я дружил, как бы, да, потому что вот, это было как бы, да, вот, ну, везде было принято, да, вот, ну, как бы, что, ну, наркоман, это как бы плохо, это там, ну, чуть ли не предатель и враг, как бы, да, такая вот история. Ну, и это, ну, долгие годы, да, происходило, как бы, со мной, как бы, ну, и в связи с этим, да, я закапывался все дальше и дальше, да, вот, ну, в своем заболевании, как бы, да, ну, пытаясь как-то скрывать, да, вот, и, ну, соответственно, попадал в места лишения свободы, как бы, да, ну, это следствие, да, моего заболевания, употребления, да, наркотиков. Вань, с каким настроением едешь? С предвкушением, конечно, я еду, да. Хочется какой-то перезагрузки, вот, потому что эмоционально пуст. По семье скучаешь уже или нет? Блядь, да, Сань, честно, да, я очень скучаю по семье уже. Причем я скучаю по детям, по любимой жене, как только я, наверное, выхожу за порог, да, вот это осознание, что я уезжаю там на несколько дней, оно тут же приходит, как бы, да, вот, ну, потому что семья — это прям мое все. Сувениры обещал какие-нибудь? Сувениры не обещал, у меня жена любит вот эти штучки грузинские, как она, чучхела, вот это, колбаски такие, вот эту штуку надо купить.
В общей сложности в местах лишения свободы я провел около 5 лет, да. Первый раз это около года я сидел до суда, как бы, да. Ну, раньше всегда сажали до суда, как бы, да, и на суде мне дали условно, да, и я помню вот это вот чувство, да, ну, какое-то ликование, что все, я опять иду, как бы, на свободу, да. Вот. Ну и я как бы в первый же день, да, там отметил бурно, да, как бы, как я умею, да. Вот. Второй раз я тоже там что-то около полугода сидел, да, то есть, ну, мне повезло, я причем как бы уже как бы второй раз меня посадили через полгода, да, там вот после первого раза, да. Вот. У меня все судимости, за что я сидел, это были квартирные кражи, да. И ну, я ехал на суд с четким убеждением, что меня посадят, да, но тут вышла амнистия, это 99-й год, и как бы я попал под амнистию, то есть мне первые условно как бы скосили, как бы, и заново дали опять условно, да, вот, и уже третий раз, да, уже спустя там что-то 1,5 месяца, ну, я недолго был последний раз на свободе, меня опять ловят на квартире, как бы, да, и дают 5 лет общего режима, да, вот, и как бы, ну, осознание, конечно, было как бы, да, уже как-то дошло до меня, да, уже, ну, находясь в тюрьме, в камере осужденки, да, потому что вокруг меня окружали люди, там по 2-2,8, там у кого год срока, у кого 2, и у меня было 5, как бы осознание этого, как бы меня, ну, как бы поразило, да. Вань, ну что, рад, что в Батуми приехали? Да, вообще классно. Надо зиму позвонить. Альянс Пэлас. Потом сделаем апостиль и всегда уже дома. Я четко помню вот эти чувства, да, то, что вот там, как я первый раз заезжал в тюрьму, как я заезжал второй раз в тюрьму, и как я заезжал в третий раз в тюрьму, да, это, ну, огромная разница. В третий раз я приезжал как к себе домой, как уже закоренелый преступник. Я считаю, что, ну, законодательство, оно как бы укоренило во мне вот эти преступные, как бы, какие-то убеждения, да, какие-то принципы, какие-то вот, ну, стереотипы, да, поведения, да. То есть я уже ехал, если первый раз я ехал, я боялся тюрьмы, как бы, да, то, в принципе, спустя там, ну, вот 3 раза, да, то спустя годы, да, там, ну, как бы, так получилось, ну, что, по сути, как бы из меня сформировали, как бы, да, там, такую личность уже, как бы, закоренелого преступника, который хорошо ориентируется в этой среде, как бы, да. Ну, и это мне не помогло. А следующий важный момент – это зафиксировать основные принципы безопасности. ВКонтакте, как бы, никто не, кроме него одного, кому может быть, как бы, замылен, может быть, для меня в идеале вот сохранить нам вот это, да, потому что, ну, мое сердце, когда оно только чувствует небезопасность, оно отторгается, и мне хочется спрыгнуть с поезда, как бы, да, и поэтому, ну, такая история. Вот. Ну и для меня это важно, чувствовать сердцем. Спасибо, ребят. Спасибо. И тут есть еще риск, то есть, во-первых, организация, ну вот я прихожу, например, во ФСИН, что мне первые задают? За эти годы, да, там, начиная с 14 лет, я там как бы после первого же употребления инъекционных наркотиков, я как бы, ну, подхватил гепатит, да, как бы это в возрасте 14 лет, 94 год. И уже через полгода, да, я уже лежал там в инфекционной больнице, как бы, да,
в 19 лет, да, в 99 году я узнал, что у меня ВИЧ-инфекция, да. Вот, для меня это было, ну, прям шок, как бы. Ну, конечно, я внутренне был готов, наверное, к этому, да, потому что тот образ жизни, который я вел, в принципе, ну, как бы говорил, что это ожидаемое, да, потому что вокруг все, как бы, заболевали, выявлялись, да. И я узнал об этом в тюрьме. Я узнал об этом в тюрьме, как бы, я лежал в больнице, как бы, у знакомого моего отца, и, ну, и вот он там взял анализы, да, и как бы, а потом меня посадили, и результаты уже сообщил знакомый отца, ну, моим родителям, и мама пришла в СИЗО и мне сообщила, да. Я помню эти чувства, да, с одной стороны страх, да, а с другой стороны, как бы, осознание, да, и принятие того, что это, в принципе, следствие вот всего того, что со мной происходило, да, последние годы. Вот. Ну, но сегодня я, как бы, там пролечил гепатит С, да, современными препаратами. У меня даже ушел фиброз, он был третий. Сейчас последний раз, когда сдавал фиброскан, стал первый, как бы, да. Вот. Также я уже там 10 лет пью антиретровирусную терапию, ну, которая блокирует ВИЧ, как бы, да, и, как бы, ну, чувствую себя прекрасно. Они с утра начинают весь движ с темна занимать места, видимо. Берем уже, вот это договориться. А это уже покупаем, понимаешь? Скажем, давай, вот это вот кидаем. Через Еревана будет, или через Беларусь. В 2009 году, да, мне повезло. Я столкнулся с сервисом снижения вреда, да, ну и был, как бы, клиентом, да, снижения вреда. Это вот, ну, те люди, которые там раздают бесплатные шприцы, занимаются профилактикой ВИЧ, как бы помогают наркозависимым как-то, ну, преодолеть их трудности, да. В основном это пациентские организации, как бы, и вот, ну, в принципе, в которой я сейчас и работаю, да, это проект «Апрель», кстати, признанный иностранным агентом, вот. И мне повезло, да, как бы, я стал ихним клиентом, да, как бы, и вот, ну, как-то постепенно я стал втягиваться, стал узнавать о болезни, зависимости, что это такое, какие инструменты можно там предпринимать, да, там, для того, чтобы, ну, как-то обезопасить себя, да, вот. Ну и вот со временем, да, вот попав в этот сервис, да, спустя там, ну, несколько лет, да, если в 2009 я году попал, в 2009, то в 2013 я уже вообще перестал употреблять какие-либо вещества, изменяющие сознание, как бы, да, и я считаю это вот, ну, заслуга вот этого сервиса, потому что этот сервис, он меня познакомил с разными, как бы, показал мне разные выходы, куда можно обратиться, там, группа взаимопомощи, там, и так далее, и тому подобное, да. Но это реальное везение, потому что, ну, мои одноклассники, мои друзья, с кем я сидел, с кем я употреблял, ну, практически 99% их нету живых. Ну и то, что произошло со мной, это, конечно, чудо. Население Батуми всего лишь 200 тысяч человек. За счет присоединения 10 лет назад на деревне городу присоединили, он увеличился.
Нет, да. Давайте, но эти сюда уже пришли со своей государственной. Это греческий, она сказала. А у нас было объединение. Да. Хотя в грузинских школах русский язык идет с 5 класса, как иностранный язык. Кто обсуждают, кто проходил снизу. Вот такой вот у нас момент. В старом городе в конце 19-го, начале 20-го века. В 2012 году, если я не ошибаюсь, да, у меня был очередной там срыв, да, по употреблению наркотиков, да, и как бы я выходил там от своего знакомого, да, вот, и возле подъезда меня схватили сотрудники полиции, это участковый, его помощник, как бы, да, скрутили руки, увезли меня в отдел, как бы, да, и ну и уже в отделе, как бы, да, подбросили мне наркотики, да. И вот, ну, долгие годы я как бы с ними судился, как бы, да. Ну, мы прошли все внутренние суды, да, там, вот, и меня там, мне не давали там покушать, как бы, да, там меня продержали, я не помню, 2 дня, по-моему. Вот, терапию я от ВИЧ там пропустил на несколько часов, потому что мне не давали позвонить родным, чтобы как бы они привезли мне эту терапию. Вот, ну и как бы, и, соответственно, меня побили. Меня побили вот в отделе у участкового, да, вот, ну. И, соответственно, после того, как спустя 2 суток меня отпускали под расписку, меня повезли на обыск. Вот, меня повезли на обыск. Обыск прошел, я точно не помню время, но вот это примерно происходило так. Обыск начался в 1:15, закончился в 1:30. Вот. И, соответственно, я расписался, что у меня в квартире ничего не нашли, где я жил с мамой. И они меня оставили там в квартире и уехали. В 1:30 они уехали, а в 1:45 я уже был в травмпункте и фиксировал побои. Фиксировал побои, как бы фиксировал, говорил, что это мне причинили сотрудники полиции, как бы, да, и вот, ну, я собирал доказательную базу, да. Я как бы не побоялся это делать, да, отстаивать свои права, как бы, да. И вот спустя, как бы, пройдя все внутренние суды, как бы, и в 2018 году я выиграл это дело, как бы, и мне присудили компенсацию в 20 000 евро. Письмо, если что, давай. Пошлите, пожалуйста. Пьет? Обязательно. Да, я ему сказал. Правда, как сочетается с РТ, теперь непонятно. Без этого ему нечего говорить. Вот я тебе, помнишь, присылал справку, Да. где он делал на вольной больнице, его вывозили на КТ. Вот Даже если его не освободят к тому времени, как он получит это, то ему все равно нужно помочь. то же самое, что, ну, у меня опасно сложились. Когда я подавал, да, в суды и ну, во все вот эти инстанции, там же я и в прокуратуру писал, вот, жалобы, да, привлечь к уголовной ответственности полицейских. Ну, конечно, мне было страшно. Мне было страшно, но вот что-то внутри у меня вот здесь осознавало, да, если я вот сейчас, ну, переломлюсь и буду, ну, мне так и придется всю жизнь бояться, да. И я вот выбрал вот этот путь, как бы, да, пойти вот на этот страх, отстаивать свои права, защищать себя, да. И я почувствовал, как я меняюсь в этом. Я меняюсь в этом, во мне что-то меняется, у меня выпрямляется спина, как бы, да, я открыто начинаю говорить об этом. У меня, из меня постепенно выдавливается вот этот маленький мальчик, который чего-то боится, да, вот, который парализован страхом. Ну, это, наверное, такое, как внутренняя работа, да, которая меня, как бы, ну, сделала, ну, мужчиной, да, личностью.
Что, чайку? Значит, Ваня везет. Красненький. Я Держи, держу дорогой. вези руками. Вот прям место для медитации. Сегодня у меня все хорошо. У меня есть любимая жена, любимая работа. У нас там 4 детей на двоих, как бы, да. Вот, ну, я многодетный отец, как бы, да. Вот, я помогаю людям в местах лишения свободы, я помогаю людям, употребляющих наркотики, и уязвимых к ВИЧ, да, я занимаюсь профилактикой ВИЧ, вот, у себя в городе, да, и я люблю свою работу, мне это очень нравится, ну, потому что это часть меня, это часть моего опыта, и это то, чем я могу поделиться, как с этим справиться, как через это пройти, через репрессии, через пытки и преодолеть это, не потеряв себя.